Кораблекрушение автомобильно-пассажирского парома МС Herald of Free Enterprise. МС Herald of Free Enterprise – автомобильно-пассажирский паром, который опрокинулся в момент после выхода из бельгийского порта Зебрюге на ночь на 6 марта 1987 года. Погибли 193 пассажира, в том числе и члены экипажа. Восьмипалубный автомобильно-пассажирский паром спущен на воду 21 декабря 1979 года, принадлежал Townsend Torresen, страна Великобритания. Он был спроектирован для быстрой погрузки и разгрузки на конкурентном маршруте через пролив и не имел водонепроницаемых отсеков. Корабль вышел из гавани с открытой носовой дверью, и море моментально затопило палубы. Через несколько минут она лежала на боку на мелководье. Непосредственной причиной потопления стала халатность помощника боцмана, который спал в своей каюте, когда ему следовало закрыть носовую дверь. Однако официальное расследование возложило больше ответственности на его руководителей и общую культуру плохого общения в Townsend Torresen. Судно было утилизировано, выставлено на продажу и продано компанией Navairesa Kingstown 30 сентября 1987 года, переименовано в диапазон промывки. Он был доставлен на Тайвань 22 марта 1988 года на слом. После катастрофы были внесены усовершенствования в конструкцию судов типа автомобильно-пассажирский паром с водонепроницаемыми аппарелями, индикаторами, показывающими положение носовых люков, и запретом неразделенных палуб. В день опрокидывания парома МС Herald of Free Enterprise работал на маршруте между Дувром и бельгийским портом Зебрюге. При загрузке машинного отделения помощник боцмана закрывал двери перед сбросом швартовки. Это было обычным делом. Тем не менее, помощник боцмана Марк Стэнли вернулся в свою каюту на короткий перерыв после очистки автомобильной палубы по прибытии и все еще спал, когда прозвучал сигнал гавани и корабль бросил швартовку. Первый офицер Лесли Сабель должен был оставаться на палубе, чтобы убедиться, что двери закрыты. Но он ушел и сказал, что ему показалось, что он увидел приближающегося Стэнли, и оставил Сабель палубу с открытыми носовыми дверями, понадеявшись, что Стэнли скоро прибудет и закроет дверь. Капитан Дэвид Льюри предположил, что двери были закрыты, так как он не мог видеть их из рулевой рубки из-за конструкции корабля и не имел световых индикаторов в рулевой рубке. Судно покинуло причал во внутренней гавани Зебрюге в 18 часов 05 минут с экипажем из 80 человек, на борту которого находились 459 пассажиров, 81 автомобиль, 3 автобуса и 47 грузовиков. Он миновал внешний пирс в 18 часов 24 минуты и через 4 минуты перевернулось. Когда паром достиг 18,9 узлов, через 90 секунд после выхода из гавани, вода в больших количествах начала поступать на автомобильную палубу. Возникший в результате эффект свободной поверхности разрушил ее устойчивость. В считанные секунды корабль начал крениться на 30 градусов влево. Корабль ненадолго выпрямился перед повторным заходом в порт. На этот раз он опрокинулся. Все событие произошло в течение 90 секунд. Вода быстро достигла электрических систем корабля, разрушив как основное, так и аварийное питание, и оставив корабль в темноте. Корабль оказался на боку наполовину затопленным на мелководье в 1 километре от берега. Только случайный поворот на правый борт в ее последние мгновения, а затем опрокидывание на песчаной косе не позволили кораблю полностью погрузиться на гораздо более глубокую воду. Экипаж, находившегося поблизости земснаряда, заметил, что огни МС Herald of Free Enterprise исчезли, и уведомил администрацию порта.
Они также сообщили, что носовые двери были широко открыты. Тревога была поднята в 19 часов 37 минут по местному времени. Вскоре были отправлены спасательные вертолеты, за которыми вскоре последовала помощь бельгийских военно-морских сил, которые проводили учения в этом районе. Вольфганг Шредер, немецкий капитан соседнего парома, был отмечен премьер-министром Маргарет Тэтчер и получил медаль от короля Бельгии Бадуэна за его героические усилия по спасению пассажиров. В результате катастрофы погибли 193 человека. Большинство жертв оказались в ловушке внутри корабля и умерли от переохлаждения из-за холодной воды. Спасательные работы водолазов ВМС Бельгии и Королевского флота ограничили число погибших. Извлекаемые тела были извлечены через несколько дней после аварии. Во время спасательных работ начался прилив, и спасателям пришлось прекратить все усилия до утра. Последние из оставшихся на борту людей умерли от переохлаждения. Открытый суд по расследованию инцидента проводился под руководством британского судьи Барри Шина в 1987 году. Он установил, что затопление было вызвано тремя основными факторами: неспособностью Стэнли закрыть носовые двери, неспособностью Сабелю удостовериться, что носовые двери были открыты, а не закрыты, и капитан Льюри покинул порт, не зная, закрыты ли носовые двери. Хотя суд определил, что непосредственной причиной потопления было то, что Стэнли не смог закрыть носовые двери, Сабель очень критиковал его за то, что он не был в состоянии предотвратить катастрофу, назвав его действия самой непосредственной причиной затопления. Тот факт, что Стэнли спал во время отплытия, побудил Шина изучить методы работы Townsend Torresen, из чего он пришел к выводу, что плохая коммуникация на рабочем месте и противостояние между судовыми операторами и береговыми менеджерами были основной причиной потопления судна, и выявил болезнь небрежности и халатности на всех уровнях корпоративной иерархии. В октябре 1987 года судебным чиновникам был озвучен вердикт незаконного убийства. 7 человек, причастных к компании, были обвинены в непредумышленном убийстве по неосторожности, а операционная компания P&O European Ferries Limited была обвинена в непредумышленном убийстве корпорации. Но дело прекратилось после того, как судья Тернер поручил присяжным оправдать компанию и 5 лиц, наиболее высокопоставленные индивидуальные ответчики. Однако это создало прецедент, согласно которому корпоративное непредумышленное убийство является преступлением, известным по законам Англии и Уэльса. Катастрофа была одной из многих, которые повлияли на мышление, приведшее к закону о раскрытии информации об общественных интересах 1998 года. После спасения людей почти сразу же была начата спасательная операция, проведенная голландской компанией, с целью снятия с мели судна. Операция была успешно завершена в конце апреля 1987 года, позволив удалить оставшиеся тела, находящиеся в ловушке под водой. Корабль отбуксировали в Зебрюге, а затем через Западную Шольду на верфь до Шольде во Флашинге, где и решилась ее судьба. Первоначально предполагалось, что ее можно отремонтировать и продолжить плавание. Однако покупателя найти не удалось. Она была продана компанией из Кингстауна, и 22 марта 1988 года судно прибыло на Тайвань на слом. После аварии было внесено несколько улучшений в конструкцию этого типа судна. К ним относятся индикаторы, отображающие состояние носовых дверей на мостике, водонепроницаемые аппарели, установленные на носовых частях передней части корабля, и освобождающие закрылки, позволяющие воде уйти с палубы транспортного средства в случае затопления. Церковь Святой Марии в Дувре является постоянным памятником катастрофе. В деревне Сент-Маргарет в Клиффе есть витраж, посвященный 3 членам экипажа, погибшим во время катастрофы: Бабу Кроуну, Брайану Итцу и Грэму Эвансу.